Здравствуйте! За последнее время я прослушал достаточно много внутриканальных наушников, которые имеют в своей конструкции своеобразную палочку, и словил себя на мысли, что не так уже и много моделей, которые были бы подобной формы около AirPods, при этом полноценные внутриканальные с силиконовыми амбушюрами, и чтобы они нормально сидели в ушах. Поэтому я решил вернуться к уже достаточно старой модели Huawei FreeBuds 4i и померить их, насколько они удобны, насколько они хороши сейчас в 2022 году. С учетом того, что все-таки стоимость их падает, и сейчас она, насколько я помню, составляет около $70. И я понимаю, что определенно по этим наушникам стоит еще раз снять видео и снова о них поговорить. Не буду здесь много времени тратить в принципе на характеристики, вы их так скорее всего знаете. Перейду к самому главному, к посадке. В чем проблема наушников, которые имеют амбушюры, но при этом также вот это вот удлинение в виде палочки? Как правило, их очень тяжело посадить именно достаточно глубоко, чтобы иметь хорошую пассивную звукоизоляцию и посадку, которая бы действительно держала наушники в ушах. И здесь этой проблемы нет. То есть вы просто вставляете наушники, вы получаете хорошую пассивную звукоизоляцию, и при этом они не давят, они не создают какого-то дискомфорта, ими приятно и удобно пользоваться. Хотя я прекрасно понимаю, что есть множество наушников, которые современные, которые схожи, как те же, где-то здесь они рядышком есть, Oppo Enco-Free 2i. То есть это очень схожая форма, это схожие в размеры, но все-таки модели от Oppo немножечко больше, и амбушюры из более такого мягкого силикона. Поэтому, когда вставляешь модель от Oppo, которая сейчас является как около такая эталонная из внутриканальных наушников с палочкой, все равно понимаешь, что хуже, потому что, во-первых, хуже пассивная звукоизоляция, и немножечко не так удобно их вставлять в ухо и получить какую-то полноценную, хорошую фиксацию. Хотя наушники очень интересные, мне они понравились, по звучанию они немножечко интереснее, чем Huawei FreeBuds 4i, но разные при этом по подаче и разные по стоимости. Так вот, возвращаясь к Huawei FreeBuds 4i, за счет хорошей пассивной звукоизоляции и из-за того, что не накосячили с самой системой активного шумоподавления, шумодав здесь адекватный. Да, он не сможет давить шумы так же хорошо, как в топовые какие-то модели подобного плана, как те же Anker Soundcore Liberty 3 Pro, но это хороший уровень, и когда вы едете где-то в такси, то звуки, либо же просто в машине, звуки автомобиля они гасят достаточно хорошо. И по звучанию, в общем-то, они не идеальны, но это та подача, которая нравится очень многим людям. То есть у нас есть немножечко акцентированные, выраженные низкие частоты, это естественная хорошая середина, не сверхдетальные, но просто такая нормальная, удовлетворительно нормальная. И высокие частоты очень аккуратные, которые немножечко скошены, где нет такой явной агрессивности, слишком быстрых атак, и это удобно после каких-нибудь бюджетных наушников, либо же после достаточно специфических True Wireless наушников. Поэтому с точки зрения аудиофилии, да, это притемненное звучание, не слишком детальное, с не слишком какой-то широкой сценой, но для массового слушателя это будет преимуществом, потому что наушники универсальные по тем жанрам, которые вы можете слушать, которые вы будете слушать, и опять же, советовать их к прослушиванию сейчас в 2022 году определенно можно, потому что модель все еще актуальна и все еще интересна, с учетом того, что стоимость на них падает. По поводу Huawei FreeBuds Pro, которые также все-таки дешевеют, ситуация не настолько однозначная. Возможно, я их все-таки еще раз переслушаю, попытаюсь понять, но с ними все значительно хуже из-за достаточно большого количества минусов, которые проявились со временем. Вот, поэтому 4i определенно хорошая, интересная модель, которую могу посоветовать
в том случае, если вам нужны внутриканальные наушники, но именно с палочкой, с сенсорным управлением, с активным шумоподавлением и дешевле $100. Это определенно хороший, интересный вариант. Поэтому по ссылке в описании вы сможете найти данные наушники, и также наушники вы сможете выбрать на нашем сайте Netbox, by netbox.ru. И на этом все. Большое вам спасибо за просмотр данного видео, впечатления. Желаю вам мира и здоровья. До скорых встреч!